Всем здорово, народ! Началось у нас, соответственно, бета-тестирование WoW Midnight, и принять участие в нем могут, я так понимаю, абсолютно все, и кто предзаказал себе Epic Edition. Возможно, также еще можно было отправлять заявки на бета-тестирование, но в этом я не уверен. Но однако вот то, что за предзаказ дают бетку, это 100%. И здесь уже, соответственно, можно на некоторые фишечки посмотреть. Вот, например, загрузочный экран будет выглядеть у нас вот таким вот образом. Достаточно минималистично, я бы сказал, в принципе, почему бы и нет, пойдет. В любом случае, особо много времени на просмотр загрузочного экрана мы не тратим, поэтому, я не знаю, особо здесь как будто бы останавливаться нет смысла. Опять же, в рамках данного бета-тестирования мы можем создать себе как персонажа первого уровня, так и сразу же максимального левела. Создавать лоу-левел персонажа, в принципе, есть резон, поскольку вы можете пощупать вот эту вот новую стартовую локацию, которая для прокачки у нас отдельная создана. Теперь они туда ввели именно таких именитых персонажей, а-ля вот Джайна появляется, если вы качаете себе персонажа за Альянс. Раньше такого типа не было. И, кстати, даже за вот этого персонажа, которого вы только-только создаете, вы, в принципе, все равно можете пощупать уже систему хаусинга. Но, кстати, вам там денег не выдают, поэтому если вы планируете покупать различные там варианты и вещи для интерьера, да, для дома, вот там торговцы просто различные будут стоять, об этом чуть попозже поговорим, то лучше создавать себе персонажа сразу же максимального левела, там еще и голды насыпают огромное количество, и, в общем, на все вам хватит. А, соответственно, создавая перса вот именно по шаблону, вы получаете сразу максимальный левел, вам дают там стартовую экипировку, и вы можете себе абсолютно любой класс и абсолютно любой спек, соответственно, тоже сделать и пощупать. Ну, в том числе, кстати, доступны ДХшники вот в этой новой их специализации, которая рассчитана на средний и такой дальний бой. Ее тоже можно, соответственно, уже щупать прям вручную, создавать персонажа и так далее. Нам уже предоставляют возможность пробежаться, в принципе, по локациям, которые уже сюжетные, поделать некоторые сюжетные квестики и, в принципе, посмотреть уже таким первым взглядом, да, на то, что будет происходить. Кстати, мне было достаточно посмотреть на реализацию аддона, который неймплейты меняет, вот именно близовскую реализацию. В принципе, пойдет. Самое главное еще посмотреть, как это будет в PvP работать, но как будто бы изначально уже более-менее нормально выглядит. Тут можно и масштаб менять, и также добавлять отображение хпшки как в процентах, так и числовое. Можно кастомизировать себе вот эту полоску заклинаний, чтобы она была ниже, выше, чтобы там появлялась иконка с пыла, чтобы не появлялась и так далее. Короче, в принципе, очень даже нормально выглядит. Но в любом случае, если мы говорим про аддоны, которые делаются сторонними разработчиками, там обычно функционала в любом случае еще больше насыпают, потому что вот я, насколько знаю, уже кто-то создал аддон для версии Midnight, на опять же вот эти неймплейты, и там функционал еще более расширен. Ну, короче, да, пока что особо не впечатлили. Теперь давайте поговорим немножко про хаусинг, и конкретно про то, как я купил себе домик на кладбоне. Конечно, довольно забавно все выглядит со стороны, но тем не менее поэтапно. Значит, начинаем. В рамках данной бетки вам доступна сразу же возможность приобрести себе дом, и в принципе такие сопроводительные квесты, которые рассказывают вообще что к чему, здесь тоже предусмотрены. Насколько я понял, можно в любой момент и из любой точки мира нажать на кнопочку, и вас перебрасывает на остров. А вот на этом самом острове уже можно щупать систему домовладения. Встречает нас эльфийка, с ней нужно сделать парочку вводных квестов, которые я, соответственно, не скипал, просто чтобы понять вообще, что здесь происходит. А-ля такая экскурсия, ну знаете вы, да, как Blizzard любит через квестики вводить вас в курс дела. И первоначально, соответственно, вам предлагают по данному острову, по его регионам попутешествовать и выбрать наиболее подходящий для себя райончик, как я понимаю. И вот полетав по этому острову, соответственно, посмотрев на центр примерный, да, регион центральный, потом был какой-то регион а-ля возле побережья, возле маяка, но это все не то. Мне не показали достаточно однотипными. А вот единственный район, который действительно выделялся на фоне других, это райончик на кладбище. Такая атмосферная локация, туманчик, все дела, приглушенные темные тона. Вот это вот уже по-нашему. И, естественно, здесь осталось одно свободное местечко. Кстати, достаточно такое симпатичное. Мне оно понравилось. Знаете, и не прям кладбон, а его только самое начало, когда еще, в принципе, не видно, что тебя ждет чуть-чуть вот подальше. Но уже основные тенденции проглядываются. И вот заплатив просто кровные 33 злоты, я официально приобрел себе домик. Let's go, добро пожаловать. Понятненько, что футажик еще был а-ля в разработке, но это не самое важное. Самое главное, что теперь у меня есть хаус, и нужно зайти
внутрь, соответственно, посмотреть, как здесь все работает. Кстати, присутствует прогрессия дома, то есть можно накачать себе левела, выполняя различные активности, там вплоть до обычных квестов по типу убийства редких существ. Присутствуют еще также квесты по типу помогите своим соседям, сделайте добрые дела и все аналогичное. В общем, в любом случае, качаете себе домик, у вас открываются, соответственно, там дополнительные комнаты, больше места, как я понимаю, можете в них использовать и так далее. В общем, своя такая тоже темка, чтобы домик развивать, а не просто один раз его купить и все. Также присутствует телепорт, который вас, соответственно, прямо ко входу в ваш домик и переносит. Довольно удобная штучка. Как я понимаю, опять же, из любой точки мира можно будет ее нажать и сразу же очутиться дома, вот просто у своего очага. Ну разве не прекрасно, как по мне, имбулька. При этом вы также можете, кстати, прописать просто доступ к вашему участку, кто угодно может его посещать, или там, допустим, соседи, друзья, или только из группы. И также отдельно еще есть доступ к дому. То есть, я так понимаю, внутрь дома не факт, что вы можете всех пропускать, даже если на ваш участок кто-то и зайдет. Так что вот так вот, да, представьте себе, можно нежеланных гостей домой не пускать. Это супер, понятное дело, базовая вещь, которая, ну, как бы, да, прикольно, что она, в принципе, есть. Значит, попал я в домик сан, и первым же мне квестом просто предлагают немножко ознакомиться со всеми механиками вот этого перемещения, перестроения, как я могу добавлять элементы, как я могу их крутить, видоизменять, немножечко, как я могу их удалять и так далее. Ну и, в общем, когда квест я выполнил, соответственно, потом во мне уже проснулся такой спортивный интерес, что же я могу себе прямо сейчас из имеющихся вещей немногочисленных, да, соорудить. Смогу ли я себе какую-нибудь красивую просто комнатушку, что ли, организовать, или хотя бы уголочек. Естественно, начал я с коврика под ноги, но это как бы база. Без этого не обойдется ни один домик. Вот, а дальше уже пошла реальная суета. Там различные канделябры присутствуют, и факела, и всякие столики, и стулики. Ну куда же без кровати размера king size? Ну хотя это больше не кровать, а такое ложе для, сами знаете чего. Обычная, короче, кроватушка для отдыха. Естественно, для отдыха, чтобы там почилить, полежать. Поставил себе каминчик также, чтобы было потеплее. Ну и, в общем, опять же, в одной стилистике попытался что-то себе соорудить. Либо я не нашел, либо такого функционала действительно нет. То ли только сейчас, то ли в принципе его не будет. Я не понял, как масштаб изменять у каких-то вещей. То есть я не могу, допустим, коврик сделать больше или коврик сделать меньше. Единственное, пока что то, что я смог сделать с вещами, это их покрутить. Просто вот в рамках своей оси. И все. А вот именно изменить масштабы, размеры, там как-то вытянуть, стянуть. Вот если кто в споры играл, допустим, да, старая игрушка, вот там вы понимаете, что можно было делать и какое там было строительство. Но здесь, понятное дело, такого навряд ли будет. Ну, хотя бы масштаб. Хотя бы добавили возможность изменять просто размер банально для всяких вещей. Ну и вот пока я вам все это, соответственно, рассказываю, уже более-менее что-то начало вырисовываться, скажи. И коврики себе постелили, вот столик сан. Кстати, достаточно интересно то, что с некоторыми элементами интерфейса, ну, в принципе, да, вашего дома, можно будет взаимодействовать. То есть вот свечку можно потушить, свечку можно зажечь. Oh my goodness. Единственное, что вот на кровати на данной я не смог полежать. Хотя, когда поставил себе стульчик, вот стульчик уже был, да, юзабельный. На стуле мой персонаж смог посидеть. Невероятно. Также присутствует режим покраски. Вы можете изменять себе различные цвета, понятное дело, для вашей мебели. Но для этого нужна, как ни странно, краска. А вот эта краска уже будет крафтиться, видимо, начертателями. В общем, какой-то профессии точно. И в этом плане, да, это все будет использоваться в рамках поддержания экономики на аукционе. Еще функционал, который в доме присутствует, это, соответственно, различные вариации для комнат. То есть вы можете там делать себе и крестовую комнату, и такую ромбовидную, и комната с лестницей есть. Что, кстати, достаточно странно, я так и не понял. Я могу поставить себе прямо сейчас комнату с лестницей, но при этом дальше расширить ее в каком-либо из направлений у меня не получилось. Либо это ограничение в рамках бетки, либо у меня левела не хватает. Я вот просто не понял, смогу ли я сделать себе продолжение комнаты на втором этаже. Пока что не получилось, пока что не понял, как это сделать. После всей этой первоначальной суеты я выполнил еще парочку квестов. Нужно было полетать тоже по острову, поговорить с различными торговцами. В общем, посмотреть на ассортимент, который они предлагают для покупки. Все это пока что за голду только можно скупить, соответственно. У меня на персонаже было всего 10 единиц золота. Ну или сколько там осталось. В общем, это был у меня персонаж, которого я нового создал с первого левела. И вот это вот как раз-таки ошибка, о которой я вам говорил. Надо было просто создавать персонажа 80-го левела максимального. Там 120 тысяч голды, по-моему, дают. И, в общем, все можно было бы скупить. Из интересного присутствуют контрабандисты, у которых можно будет купить элементы, соответственно, внешнего вида, там просто различные также мебель, в общем, все, что вы хотите купить, только противоположной фракции. А-ля ордынские там столы, ордынские стулья, ордынские подсвечники какие-нибудь, ордынские кактусы, все, что угодно с противоположной фракции. И вот, соответственно, вернувшись обратно, прикупил себе буквально парочку вещей и уже до конца, до ума довел себе вот этот мой супер-гига-уголок. Поставил себе фруктиков, чтобы было более по-домашнему, что ли. Оценивайте мой шедевр архитектурного мастерства. Как будто бы получилось вроде даже not bad.
Если в общем и целом говорить про бетку, то пока что, ну, такое, знаешь, когда заходишь, постоянно у тебя все лагает, подвисание, вот это вот сервера не справляются, пингует все вечно, еще может выкидывать, если ты в Ургримаре или в Штормграде на манекенах стоишь. Вот зашел чисто класс потестить, допустим, там увидеть, какие новые таланты, какие у тебя кнопки сейчас есть, каких нету и так далее, в принципе, посмотреть на визуал. В общем, это гарантированно без вылетов, как будто бы сделать не получится. И если вы хотите пощупать механики там или условный депо своего класса, то лучше, наверное, даже не в столице это делать на манекенах, а вот, по крайней мере, там в рамках сюжетной цепочки где-то побить мобов. Но вот лично у меня, по крайней мере, пока я капли бездны бил, хотя бы не вылетало. Да, вот эти вот пинги подлагивания были, но ни одного вылета не случилось. А вот пока манекены, конечно, получали от меня по лицу, вон там вот, да, там трижды или 4 раза просто буквально за минуту вылетел, ну просто невозможно. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я постирую периодически дополнительный контент, но без спама, и все анонсы о стримах также там присутствуют. В общем, будем посмотреть. Понятное дело, что пока что это все только тестирование, так что даже не факт, что какие-то вещи, в принципе, вообще дойдут до релиза и так далее. Я думаю, все это, сами понимаете, и без меня. Но anyway, понятное дело, какие-то моменты уже можно посмотреть вот по типу на Демон Хантера в специализации новой и так далее. В общем, пишите ваши комментарии по данному поводу, что об этом думаете, все почитаем, все разберем, что вам кажется прикольным, что вам уже не нравится и так далее. На этом я видос завершаю, народ. Всем удачи и всем прогрессии в PvP, в PvE. Всем пока!